Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Приветствую всех, я живой. Давненько я не выпускал что-то на свой канал, да и мои говорящие ролики уже давно растворились в его истории. И даже так я умудрился опоздать. Но все равно, сегодня я поведаю вам о моем новом любимчике в жанре песочницы, попутно разговаривая как идиот. Поехали! Впервые о Брикаде я узнал очень интересным способом. Я витал в чате, связанном с Брикриксом, и кто-то поделился находкой в виде трейлера с канала разработчиков. Я это все глянул, оценил и благополучно забыл, но оставив подписку. И вот в один самый обычный для меня день они выпускают новый ролик. Игра участвует в фестивале демоверсий, и поэтому устроят бесплатный недельный период. В этот момент я опять мог улыбнуться и забыть. Но все сошлось как надо. Его Величество Гук не поленился лично заглянуть, проверить, что там да как, и в итоге я здесь. Ну а теперь поговорим про само творение. Брикаде — еще один представитель моего любимого жанра игр с очень заманчивым содержанием. Строй все что угодно, строй с друзьями, строй без друзей, ну или построй себе друзей. Все как и полагается игре с тегом Sandbox. Строить город всем комьюнити несколько недель? Да. Построить физичные машинки, устроить гонки? Да. Устроить массивную перестрелку с друзьями? Да. Ну а теперь посмотрим, как это да работает. Начну я, пожалуй, с инструментария для строительства. Он здесь представлен несколькими приблудами с довольно-таки удобным функционалом. Разрабы намутили прикольный способ расположения заковыристых деталей, позволяющий не вертеть те же самые уголки по 9 раз на блок. На любые блоки можно накидывать разные интерактивные части, тем самым создавая кастомные кнопки, рычаги, источники света и так далее. В игре можно найти знакомые нам по скрап-механику гейты. Всякие OR, NOR, XOR, AND дают возможность творить интересности с логикой механизмов. А еще тут есть физган, которым можно весело кидать машинки или мучить застрявшие гермодвери. Имея все эти приколы, получается очень даже неплохо воплощать свои идеи, лепить домики и строить полноценные карты различного уровня играбельности. Кстати, о создании карт. Если вдруг захотелось что-то больше, чем Sandbox, придется мутить собственный минигейм. Игра предлагает стандартный дезматч и какой-то там брикшенери, но его никто нигде при мне не использовал, поэтому дэм выступает базой для всего, начиная от паркура и заканчивая головоломкой. А по поводу перестрелок в игре очень даже есть что сказать. Более 60 видов огнестрельного и холодного оружия под разные тематики дают широкий выбор способов повеселиться на каждый вкус и манеру игры. Рокет-джампа в комплекте. И самое главное, все хорошо оптимизировано. На некоторых картах можно встретить миры на миллионы деталей, на которых сидит по 10-20 игроков, а столкновение двух машинок не вызывают перегрев процессора. Но тут стоит добавить, что пока физику разрушений еще не завезли. Ранний доступ все-таки. Но игра еще в стадии разработки! Немного про способы самовыражения. Игра дает весьма богатый арсенал всяких штук для скинов, каждую из которых еще можно по-своему покрасить. Общение докрашивается комплектов и молотов, так что тут есть как себя показать. Также повсюду есть пресеты. Очень много настроек можно сохранить и позже загружать как шаблон. Это есть почти везде, начиная с аватара и заканчивая параметрами блока. Я в Брикаде натурально влюбился. За первую неделю я наиграл в ней 60 часов. Ради нее я бросил все свои дела и планы, а также пропустил пару курсов по физике. И это того стоило. Отмечу, что я просиживал здесь столько времени не только ради нового проекта, но и ради его игроков. За все мои сессии я не видел ни одного серьезного срача в чате. Я почувствовал себя крайне комфортно и уютно среди этих ребят. Но важный момент, я играл на английских серверах. На ру-серверах я был пару раз и не очень долго там задерживался. Предположу, что ситуация может стать подобной Брикриксу, где хорошие ру-сервера можно найти только среди приватных, поэтому лучше подзубрить английский хотя бы до уровня чтения чата и потом уже лететь играть, иначе впечатления от игры могут не дотянуть до моих.
Так как играет люд со всего земного шарика, сервера появляются круглосуточно, а пара проектов в целом имеет выделенные рабочие машины, пашущие 24/7. Посему всегда есть куда пойти. Но где люди, там и гриферы, правильно? И да, несмотря на классную систему доверия, не позволяющую никому, кроме отмеченных тобой людей и админа, как-либо трогать твои кубики, порой попадаются отдельные особо одаренные детишки, заваливающие сервер сущностями, в попытке перегрузить хост или с помощью нечто гигантское и явно не нужное. Но за 2 недели Домофеста я встретил всего 3 таких поломных, да и те благодаря неплохому списку админ команд были быстро завалены. Весь хлам легко очистится одной командой, поэтому особый ущерб нанести очень тяжело. Ну а теперь время развеять чары и исполнить один грустный факт. После Домофеста игра вновь остается недоступной. Разработчики говорят о релизе раннего доступа в рамках 2025 года. Вроде даже были планы на лето, поэтому греемся, собираем шекели и ждем раннего доступа. Обещан ценник аж $30, но с региональными ценами. Напоследок скажу, что эта игра стала для меня очень уютным местом, с дружелюбными игроками и комфортным геймплеем. Разработчики активно выпускали патчи, попутно вводя новые фишки и общаясь с комьюнити. Очень рекомендую всем досмотревшим добавить игру в список желаний и сыграть в ранний доступ. Также можете посетить Discord, в нем можно нарыть классных аватаров, готовые миры и пропы. На продажах отдам за нее любые деньги, она меня прогрела полностью. Но если все-таки послушаетесь меня, если все-таки не пожалеете тех денег, которые просят авторы, и загляните сюда, постарайтесь сохранить ламповое и приветливое ко всем комьюнити. Не творите херни, наслаждайтесь игрой и получайте удовольствие. Ну а с вами был Гук, оценивайте ролик, заглядывайте в описание за ссылками, всем удачи и до скорого!